Его привезли как трофей, который больше не имеет ценности. И король произнес приговор, который изменил судьбу всех. Он остался один, но внутри уже началось пробуждение. То, что должно было уничтожить его, начало его менять. И началась эпоха, где слабый стал центром силы. Его вели как трофей, потерявший ценность, но он все еще дышал. Он не помнил, как именно все началось. Последнее, что осталось в памяти, это холод металла на запястьях и свет чужого неба, которое не принадлежало его миру. Затем тьма, короткая и вязкая, как будто сама реальность моргнула и отвернулась от него. Когда сознание вернулось, он уже был не там, где должен был быть человек. Каменные коридоры тянулись бесконечно, высокие, мрачные, наполненные эхом шагов. Воздух был тяжелым, насыщенным чем-то чужим, словно сама планета дышала иначе. Его тащили вперед. Не как человека. Как объект. Как трофей. Металлические цепи звенели при каждом движении, но звук казался лишним, ненужным, почти унизительным в этом месте, где даже тишина имела власть. Он чувствовал взгляды. Не людей. Существ, которые считали себя выше. Они шли рядом, высокие силуэты стражей, их броня была покрыта узорами, которые пульсировали слабым светом. Они не говорили. Им не нужно было. Их молчание уже было приговором. И все же человек не кричал. Не сопротивлялся. Он просто дышал. Каждый вдох был медленным, тяжелым, но ровным. Внутри него что-то держалось за жизнь, не позволяя сломаться. Даже сейчас, даже здесь, где любой другой уже бы сдался. В конце коридора появился свет. Не солнечный. Холодный, зелено-золотой, живой. Это был вход в тронный зал. Двери открылись, и пространство словно провалилось внутрь самого себя. Он почувствовал масштаб. Огромный зал уходил вверх, колонны напоминали кости древних существ, а стены переливались мягким биолюминесцентным сиянием. Здесь не было ничего человеческого. Ни одной линии, ни одной формы. Только власть. Только древняя, уверенная в себе цивилизация. И его бросили вперед. Тело ударилось о камень, и боль вспыхнула короткой волной, но он не закричал. Он медленно поднялся на колени, затем на ноги. Цепи потянулись вниз, звеня. И тогда он увидел их. 3 фигуры. На ступенях трона. 3 наследницы. Первая была словно вырезана из льда. Ее кожа имела холодный голубой оттенок, а глаза смотрели так, будто могли замораживать саму мысль. Вторая была противоположностью. Ее зеленая аура казалась живой, опасной, как лес, который не прощает ошибок. Третья была тьмой, обернутой в красоту. Фиолетовые оттенки ее силуэта двигались мягко, почти лениво, но в этой лености чувствовалась угроза. Они смотрели на него. Как на эксперимент. Как на ошибку. Как на развлечение, которое задержалось слишком долго. Он должен был почувствовать страх. Но вместо этого внутри него появилось что-то другое. Тишина. И странное понимание, что он уже проходил через боль, которая не хуже этой. Коридоры, камеры, холод, испытания.
Он выжил. Не потому, что был сильнее, а потому, что не сломался. Одна из сестер усмехнулась. Ее голос прозвучал в зале мягко, но срезал воздух, как лезвие. Они привыкли, что все живое здесь подчиняется. Но этот человек не выглядел подчиненным. И это раздражало их больше, чем сопротивление. Секунды растянулись. И в этот момент двери за троном снова открылись. Появился он. Король. Его присутствие изменило атмосферу мгновенно. Даже свет стал тусклее, будто уважал его силу. Он не спешил. Каждый шаг был уверен. Он смотрел на человека так, будто перед ним стояла не личность, а ключ. Ключ к чему-то большему. И тогда человек впервые почувствовал. Это место не просто дворец. Это система. И он оказался внутри нее. Король поднял руку. И мир замер. Слова короля изменили его судьба и разрушили привычный порядок дворца. Тишина в тронном зале стала почти физической. Она давила на плечи, словно невидимая сила удерживала всех на месте, не позволяя ни одному существу сделать лишний вдох. Человек стоял в центре этого давления. Цепи на его руках уже казались не инструментом сдерживания, а частью древнего ритуала, смысл которого он еще не понимал. Его тело было усталым, но разум оставался ясным. Слишком ясным для того, кто должен был быть сломлен. Король медленно опустил руку. И вместе с этим жестом пространство словно снова начало дышать. Его голос прозвучал негромко, но так, что каждый угол зала услышал его без усилия. Он не обращался к стражам. Ни к советникам. Он говорил о человеке. И о судьбе, которая больше не принадлежала ему самому. Слова падали медленно, как камни в глубокую воду. Решение было принято. Человек не будет казнен. Не будет возвращен в камеру. И не будет использован как обычный раб или эксперимент. Он станет частью династии. В зале повисло напряжение, которое невозможно было описать словами. Даже стражи переглянулись, нарушая собственную дисциплину. Такое решение не просто редкость. Оно почти невозможно. Но король не выглядел человеком, который объясняет свои решения. Он объявляет их. И реальность подстраивается. 3 наследницы изменились первыми. Лед в глазах первой стал острее, холоднее, опаснее. Она не сразу поверила услышанному. Ее взгляд на человека стал другим, будто она пыталась увидеть в нем то, чего раньше не существовало. Вторая вспыхнула внутренним раздражением. Ее зеленая аура дрогнула, словно природа внутри нее отреагировала на нарушение порядка. Она не любила, когда систему ломают. Третья молчала. Но ее молчание было самым тревожным. Потому что в нем не было отрицания. Только интерес. И что-то еще, скрытое глубже. Человек понял не сразу. Слово «династия» не сразу обрело форму. Но когда оно стало смыслом, внутри него что-то холодно сжалось. Он не был освобожден. Он был перемещен. Из одной формы контроля в другую. Король сделал шаг вперед. И теперь он смотрел прямо на человека. Не как на пленника. Не как на угрозу. А как на элемент, который должен соединить то, что не соединялось веками. Древний механизм их цивилизации требовал объединения линий крови и энергии. Союзы между наследниками высших домов были не просто политикой, а структурой выживания их вида.
И теперь в эту структуру включили чужака. Неравного, но необходимого. Цепи на руках человека упали. Звук был громким, резким, окончательным. Он должен был почувствовать облегчение. Но облегчение не пришло. Вместо этого пришло ощущение, что пространство вокруг него стало еще более плотным. Теперь он стоял без ограничений, но и без защиты. 3 наследницы медленно сошли со своих ступеней и впервые оказались ближе. Их присутствие было разным, но одинаково давящим. Холод первой, жизненная сила второй и темная, почти опасная энергия третьей. Они смотрели на него уже не как на игрушку и не как на вещь, а как на будущую часть чего-то, что им навязали. И это было хуже ненависти, потому что в этом было неизвестное. Король произнес окончательно: ритуал объединения начнется через 3 лунных цикла. До этого момента они должны принять факт, что судьба уже не принадлежит им. Эти слова ударили сильнее любого приказа, потому что они означали одно: выбора нет. Человек почувствовал это инстинктивно. Он не понимал всех правил этой цивилизации. Но он понимал главное. Его жизнь только что перестала быть индивидуальной. Она стала частью системы, которая старше его понимания. Когда его вывели из тронного зала, он не обернулся. Но он чувствовал их взгляды. 3 разных взгляда. И все они теперь были связаны с ним. Не по желанию, а по приказу. И где-то глубоко внутри дворца что-то словно откликнулось на это решение. Как будто сама структура этого мира приняла новый элемент и не собиралась его отпускать. Он остался один, но внутри него уже начиналось пробуждение. Во дворце все оставалось таким же, как и раньше. И в то же время все стало другим. Коридоры все так же тянулись бесконечно, холодные и высокие. Свет все так же стекал по стенам мягкими оттенками, будто живыми потоками энергии. Но теперь в этом месте появилась новая деталь. Присутствие человека. Он больше не был в цепях. Но свободы это не приносило. Его проводили через внутренние залы дворца, где каждый шаг отдавался эхом, будто само пространство оценивало его. Стражи не разговаривали. Они просто сопровождали. Их молчание стало привычным фоном, как дыхание машины. Человек чувствовал взгляды. Сотни взглядов. Невидимых, скрытых, внимательных. Этот дворец жил наблюдением. И очень быстро он понял простую истину. Здесь никто не забывает, что ты существуешь. Его привели в отдельное помещение. Не тюрьма, но и не покои. Что-то среднее, созданное специально для того, кто не принадлежит ни к одной категории их мира. Когда дверь закрылась, тишина стала глубже. Он остался один. И впервые за долгое время мог не чувствовать физического давления чужих взглядов. Но не внутреннего напряжения. Потому что он знал. Они рядом. Их 3. 3 наследницы. И теперь они связаны с ним не только приказом, но чем-то, что он все еще не понимал. Первой появилась она. Голубая. Ее шаги были почти неслышны, как движение холодного ветра. Она вошла без приветствия, без эмоций, будто просто проверяла объект. Ее взгляд скользнул по нему, оценивая. Как будто она пыталась понять, почему именно он.
Почему слабое на вид существо стало частью их будущего? Она не говорила долго. Но в ее молчании было больше вопросов, чем в любом диалоге. Следующей пришла зеленая. Ее энергия чувствовалась еще до того, как она вошла. Она не скрывала раздражения. Ее мир был миром силы и естественного отбора. И идея связать наследницу с чужаком казалась ей нарушением самой логики существования. Она смотрела на него прямо, без попытки скрыть, что считает это ошибкой. Но даже в этом взгляде уже появилось сомнение. Он не выглядел сломанным, не выглядел покоренным. И это разрушало ее привычные представления. Последней появилась фиолетовая. И ее присутствие изменило атмосферу комнаты. Она не приближалась сразу. Она наблюдала из тени, как будто играла с самой идеей контроля. Ее взгляд был сложнее остальных. В нем было любопытство и опасность. И что-то, что нельзя было назвать простым интересом. Человек чувствовал это. Каждая из них воспринимала его по-разному. Но все трое видели одно. Он не вписывался. И это делало его центром чего-то, что начинало расти вокруг них. Они не объясняли ему ритуал сразу. Но он начал понимать фрагменты. Это был не просто союз. Не просто политическое решение. Это была древняя структура их вида. Система, через которую наследники связывали свои силы, создавая стабильность для всей линии правления. И теперь он был частью этой структуры. Чужой элемент в древнем механизме. Именно это делало все опасным. Потому что неизвестно, сломает ли он систему. Или система изменит его. Когда они ушли, комната снова стала пустой. Но пустота теперь была обманчива. Потому что связь уже начала формироваться. Слабая. И едва заметная. Как вибрация где-то глубоко внутри сознания. Он почувствовал это ночью. Как будто чей-то импульс коснулся его мыслей. Ни слова, ни образа, а ощущение присутствия. И где-то далеко, в другом крыле дворца, 3 наследницы одновременно остановились. Каждая почувствовала то же самое. И впервые они поняли. Это не просто приказ короля. Это начало процесса, который уже нельзя остановить. И чем больше они пытались его игнорировать, тем сильнее он становился. То, что должно было сломать его, начало пробуждать в нем силу. Дворец больше не был просто зданием. Он стал системой ощущений. Человек начал замечать это постепенно, почти незаметно, как замечают изменения погоды перед бурей. Воздух иногда становился плотнее, иногда легче, будто реагировал на чье-то присутствие. И это присутствие всегда было рядом. 3 наследницы больше не появлялись вместе. Но их влияние ощущалось постоянно. Голубая оставляла после себя холодную ясность, будто пространство становилось более резким, структурированным. Мысли в ее присутствии становились четче, но тяжелее. Зеленая приносила ощущение живой энергии. Как будто сам воздух начинал дышать. В ее зоне мир казался более естественным, но и более опасным. Фиолетовая была другой. Ее присутствие нельзя было описать просто. Оно проникало глубже, чем остальные. Иногда казалось, что она не рядом, а внутри границ восприятия, наблюдает изнутри тишины. И человек начал чувствовать изменения в себе. Сначала это были мелочи.
Слух стал острее. Шаги стражей различались по ритму, даже если они были далеко. Потом появилось ощущение пространства. Он начал чувствовать, когда кто-то приближается, еще до того, как это становилось очевидным. А затем пришло самое странное. Реакция. Его тело иногда отвечало быстрее, чем разум. Движения становились точнее. Инстинкты острее. Словно что-то внутри него училось жить по новым правилам. Он не понимал этого. Но 3 наследницы понимали. Связь начинала формироваться. Не как символ. Не как политический инструмент. А как реальная структура, объединяющая их существование. И это пугало их больше, чем они готовы были признать. Потому что связь не спрашивала разрешения. Она просто росла. Однажды ночью все изменилось окончательно. Дворец погрузился в тишину, такую глубокую, что казалось, даже камень перестал существовать. И в этой тишине человек проснулся. Он не слышал ничего, но чувствовал. Как будто невидимая нить потянулась изнутри его сознания. И в тот же момент он почувствовал их. Сначала голубую. Ее присутствие было холодным, но стабильным. Она тоже не спала. Потом зеленую. Ее энергия двигалась, как дыхание живого леса. И последний. Фиолетовую. Ее ощущение было самым опасным. Потому что оно реагировало. Не просто существовало, а отвечало. И впервые произошло нечто, чего никто не ожидал. Связь стала двусторонней. Человек почувствовал их эмоции. Не мысли, а именно эмоции. Холодная сосредоточенность голубой. Внутреннее раздражение и сомнение зеленой. И странное притяжение фиолетовой, которое она сама пыталась подавить. Он резко сел. Сердце билось быстрее. Это было ненормально. Это было за пределами его понимания мира. И в этот же момент в разных частях дворца 3 наследницы одновременно остановились. Голубая слегка напряглась. Зеленая сжала кулак. Фиолетовая закрыла глаза. Они тоже почувствовали его. И его реакцию. И его присутствие стало громче. Связь больше не была пассивной. Она начала жить. И самое страшное было в том, что никто из них не контролировал ее полностью. Это означало одно. Ритуал, который должен был быть инструментом политики, превратился в нечто другое. Нечто живое. Нечто растущее. И чем сильнее они пытались держать дистанцию, тем ближе становились. На следующее утро королевский зал был снова собран. Но атмосфера была иной. Король смотрел на всех 4 дольше обычного. Он видел изменения. Он всегда видел больше, чем остальные. И впервые в его взгляде появилось не удовлетворение, а осторожность. Потому что система, которую он создал, начала выходить за пределы его контроля. А это означало, что следующий шаг уже не принадлежал ему. Он принадлежал им. И когда мир начал разрушиться, он впервые не отступил. Тишина перед бурей всегда выглядит обманчиво спокойной. Дворец Химераксов в тот день был именно таким. Стены оставались неподвижными, коридоры холодными и бесконечными, свет все так же стекал по камню мягкими потоками. Но внутри самой структуры мира ощущалось напряжение, как натянутая нить, готовая лопнуть в любой момент.
Человек чувствовал это первым. Не разумом, а чем-то глубже. Связь больше не была слабым фоном. Она стала постоянным присутствием, как второй слой реальности. И три наследницы тоже это чувствовали. Голубая была сосредоточена, как лед перед трещиной. Зеленая напряжена, как живая сила, удерживаемая в узде. Фиолетовая опасно спокойна, словно ждала момента, который уже нельзя остановить. И в этот момент дворец дрогнул. Сначала едва заметно. Потом сильнее. Как будто сама планета вдохнула глубже обычного. Стражи встревожились. Старейшины начали собираться. Но было уже поздно. Человек остановился в центре коридора. И закрыл глаза. Потому что он это почувствовал раньше всех. Где-то глубоко под поверхностью мира проснулось нечто древнее. Не враг в привычном смысле. Не армия. А сущность, которая помнила времена, когда эта планета принадлежала не им. И она начала подниматься. Трещины энергии пошли по пространству, как разрывы в ткани реальности. Из них потянулись волны давления, влияющие не на тело, а на саму сущность жизни. Сестры появились мгновенно. Не по приказу. По инстинкту. Они встали рядом с человеком. И впервые не спорили. Потому что связь сказала им одно и то же. Он — центр. Они — структура. И если он падет, падет все. Первая волна атаки пришла без формы. Она не была видимой. Она была ощущением потери себя. Холодная сестра закрыла пространство вокруг них, стабилизируя поток. Зеленая усилила жизненный слой, возвращая равновесие. Фиолетовая попыталась разрезать давление своей тьмой. Но этого было недостаточно. И тогда человек сделал шаг вперед. Он не знал, что делает. Но он чувствовал, что должен. Внутри него что-то откликнулось. Не дар. Не сила извне. А реакция. Как будто сама его природа отказалась подчиняться уничтожению. И связь взорвалась. Не разрушением, а объединением. Три энергии слились в единое поле вокруг него. Холод. Жизнь. Тьма. И человеческая воля, которая не подчинялась ни одной системе. Пространство вокруг них изменилось. Трещины начали закрываться. Волны давления начали рассыпаться. Сущность, пробудившаяся из глубин планеты, впервые столкнулась не с сопротивлением, а с гармонией, которая не существовала в ее понимании. И отступила. Не побежденная силой, а вытесненная невозможностью адаптации. Когда все стихло, дворец был уже не тем. И они тоже. Человек стоял в центре круга. Дышал тяжело. Но впервые он не чувствовал себя чужим. Он чувствовал себя частью структуры, которая приняла его. Три наследницы стояли рядом. И больше не смотрели на него как на проблему. Или инструмент. Или приказ. Теперь они смотрели иначе. Как на ядро. Как на равного. Как на необходимость. Король появился позже. И впервые не произнес ни слова сразу. Он просто смотрел. И понимал, что его приказ, задуманный как политический инструмент, стал началом новой формы существования, где власть больше не определяла связь, где кровь больше не определяла силу, и где человек стал не исключением,
а центром равновесия. Над дворцом в небе поднялись 3 луны. И их свет впервые отразился не на стенах, а на 4 фигурах, стоящих вместе. Не пленник, не наследница, не объект, а система. Живая, сложная и уже необратимая. И где-то далеко, в глубинах космоса, то, что спало веками, теперь тоже это знало. Человечество больше не было слабым. Оно стало фактором, который меняет правила. И это была только первая страница новой эпохи.